Есть мнение, что в Ташкенте туристу нечего смотреть. И если вы летите в Узбекистан, то вам непременно нужно посетить Бухару, Самарканд, а в Ташкент можно вообще не заезжать. Я докажу вам, что это не так. В этом видео я расскажу, как нужно спланировать свое путешествие в Ташкент, чтобы оно получилось незабываемым. Ташкент – столица Узбекистана и один из самых древних городов Центральной Азии. Первые упоминания о нем относятся ко II веку до нашей эры. Ташкент нельзя назвать музеем под открытым небом, он интересен другим. После разрушительного землетрясения 1966 года город практически отстроили заново. Здесь удивительно сочетаются советский модернизм, восточная архитектура и современные пространства. Такого больше нигде не увидеть. Зачем еще ехать в Ташкент? Ради вкусной еды. Погулять по восточным базарам и посетить местные рестораны – отдельное удовольствие. Такого вкусного плова и лагмана, как в Узбекистане, вы еще точно нигде не пробовали. Ташкент удивил меня в первый же день. Я приехала в свой отель и сразу окунулась в восточную атмосферу. Это место называется Ичан-Кала Премиум Класс Хотел. Вы только посмотрите, как тут красиво! Мне хотелось фотографировать каждую деталь. Керамические изделия, картины, фонтан в восточном стиле, узкие улочки с арками, резные двери – все это так здорово отражает богатое наследие Узбекистана и его невероятную культуру. Современные удобства в отеле Ичан-Кала тоже имеются. Летом во дворе работает бассейн, а в холодное время года можно поплавать в крытом бассейне. Тут вода комфортной температуры. Рядом работает сауна. Все это включено в стоимость проживания, как и посещение тренажерного зала. Он тут, кстати, огромный. Меня приятно удивили даже коридоры в каждом здании на территории отеля. Картины, ковры, роскошные люстры – все очень красиво. Я выбрала номер категории «Улучшенный». Теплые тона, дерево в интерьере, восточный стиль. Именно в такой атмосфере я и хотела пожить в Узбекистане. При этом современный комфорт тут тоже чувствуется. Завтраки в отеле Ичан-Кала проходят в очень красивом ресторане. На шведском столе есть горячие блюда, сырно-мясное ассорти, отличный выбор по-настоящему вкусных овощей, местных сухофруктов и орехов, а также сезонных фруктов, свежей выпечки и напитков. Готовят, на мой взгляд, вкусно. А какая тут атмосфера! Картины, люстры в восточном стиле, живая музыка. Эти завтраки я точно запомню надолго. В описании под видео я оставлю ссылку, по которой вы можете проверить цены на проживание в отеле Ичан-Кала, если он вам понравился. Что посмотреть в Ташкенте? Я решила начать знакомство с городом с экскурсии на русском языке. Гид Бахадир рассказал мне много интересного о Ташкенте и Узбекистане, начиная от первых упоминаний и времен правления великого амира Тимура или Тамерлана до современной истории города. Сейчас я покажу вам все самое интересное, а в описании под видео оставлю ссылку на этот тур, потому что он мне очень понравился. Одна из главных жемчужин Ташкента – огромный комплекс Хазрати-Имам. Ни одно фото в интернете не передает его масштаб и красоту. Это один из главных религиозных центров не только Ташкента, но и всей Центральной Азии. Именно здесь хранится знаменитый рукописный Коран Усмана VII века, один из старейших в мире. Комплекс включает несколько медресе, мечетей и мавзолеев. Это место идеально для погружения в атмосферу Востока. Здесь же меня научили выбирать настоящий шелк. И, конечно, я не смогла уйти без покупок. Восточные ткани невероятно красивы.
Хазрати-Имам находится в районе старого города. Рядом есть историческая улица, где можно увидеть старинные дома из глины и соломы. Здесь до сих пор живут люди. Мне было интересно заглянуть в исторический караван-сарай. Ранее тут останавливались торговцы со всего света, а сейчас работают мастера, которые создают удивительные керамические изделия и расписывают их вручную. Здесь можно полюбоваться красивой восточной посудой и купить что-то на память. Самая оживленная достопримечательность Ташкента – базар Чорсу, который легко узнать по огромному голубому куполу. Базар работает на этом месте еще со времен Великого Шелкового пути. Торговля здесь не прекращалась веками. Здесь гид Бахадир научил меня правильно выбирать узбекские сухофрукты и показал все, что нужно попробовать. На базар вообще здорово ходить с местным жителем. Он и торговаться научит, и все самое важное покажет. На базаре Чорсу можно купить местные специи, фрукты и овощи. Больше всего мне понравился павильон с хлебом. Здесь в огромных тандырах непрерывно пекут горячие лепешки, а люди сразу их покупают. Благодаря гиду мне даже удалось попробовать испечь хлеб самостоятельно. Также рынок Чорсу в Ташкенте знаменит так называемыми обжорными рядами. Здесь продают узбекскую еду. Сюда стоит заглянуть ради атмосферы. А где же вкусно поесть в Ташкенте? Первым делом стоит заглянуть в легендарный центр плова Беш-Казан. Именно здесь мы ели во время экскурсии по Ташкенту. Это отличное место, чтобы познакомиться с настоящим узбекским пловом. Увидеть, как его готовят в огромных казанах. Ведь плов в Узбекистане – это не просто блюдо, это часть культуры. В центре плова готовят 5 видов плова. Они отличаются друг от друга. Традиционно к плову берут салат ачичук. Это сочные узбекские помидоры с луком и базиликом. А запивают плов горячим чаем. Еще одно место, которое мне понравилось в Ташкенте – ресторан «Анжир». Тут обширное меню, все самое интересное из национальных блюд Узбекистана в одном месте. Сервис быстрый, цены низкие, еда вкусная, порции большие. Обязательно попробуйте в Узбекистане уйгурский лагман. Мне также понравилось блюдо ханум, которое часто называют ленивыми мантами с картошкой. Конечно, в Узбекистане стоит попробовать самсу, испеченную в тандыре. Камалон Ош – популярный ресторан в Ташкенте, где местные жители советуют попробовать плов. Тут нет таких казанов, как в центре плова, зато готовят здесь очень вкусно. Все названия ресторанов из этого видео я оставлю в описании. Вернемся к осмотру достопримечательностей Ташкента. Одно из самых значимых мест в городе – монумент мужества. Он посвящен землетрясению 1966 года, которое практически разрушило Ташкент. Я очень ценю, что побывала в этом месте с гидом, который рассказал эту трагичную и важную историю в подробностях, а также о том, как Ташкент активно восстанавливали всем Советским Союзом, в связи с чем город стал таким архитектурно разнообразным. В то же время в Ташкенте появились зеленые насаждения, которые сегодня превратились в потрясающие парки и прогулочные зоны. В городе по-настоящему много деревьев и цветов. Интересная достопримечательность Ташкента – телебашня, самая высокая в Центральной Азии. Ее высота составляет 375 метров. Наверху есть смотровая площадка. К сожалению, в мой заезд она была на реконструкции. Также на экскурсии мы увидели кусочек Российской империи – дворец великого князя Николая Константиновича Романова. А еще побывали в мемориальном комплексе на площади памяти у Вечного огня. Мы прошлись по пешеходной улице, которую называют то Арбатом, то Бродвеем. Тут уличная еда, развлечения и атмосфера веселья.
Здесь любят гулять местные жители и туристы. Очень интересное место в Ташкенте – парк развлечений Magic City. Тут магазины, рестораны и аттракционы. Но побывать здесь интересно даже в том случае, если ничего из этого вас не интересует. Здесь сделаны очень красивые улицы, стилизованные под разные города мира. А замок у воды будто иллюстрация к сказке. Здесь можно покататься на гондолах и лодках, погулять и сделать красивые фото. Также в Magic City расположен океанариум, на который стоит потратить время. Все это я посмотрела на экскурсии, ссылку на которую я оставила под видео. Еще несколько достопримечательностей я посетила по советам нашего гида. Среди них красивая мечеть Минор, белоснежный мрамор, восточные узоры, голубой купол и аккуратная территория создают ощущение легкости и простора. Интересное место в Ташкенте – медресе Кукильдаш. Оно уникально тем, что здесь по-прежнему есть студенты. Кукильдаш – крупнейшая из 23 медресе старого Ташкента, построенная в XVI веке. Интересно заглянуть во внутренний двор и местную мастерскую. Вход сюда стоит 20 тысяч сум. Вечером стоит побывать в парке Ташкент-Сити. Здесь приятно погулять и полюбоваться вечерней подсветкой. Но самое главное – шоу танцующих фонтанов, которое проходит в Ташкенте каждый вечер. Первое представление начинается в 18:30, а затем повторяется каждый час. Однако перед поездкой я советую проверить расписание еще раз. Оно может измениться. Я не ожидала, что Ташкент окажется таким интересным. И, на мой взгляд, залог успешной поездки – это местный гид, который расскажет историю города и всего Узбекистана. Тогда каждая достопримечательность обретает особенный смысл, и город становится ближе и понятнее. Не забудьте заглянуть в описание под видео. Там я оставила много полезного. Желаю вам отличного путешествия в Узбекистан. До новых встреч!